бы хотел приобрести обувь 44 размера. Смотри, самого качественного и экологического текстиля. С влаготалкивающим покровом, мягкой, эластичной подошвой. И можешь как-то побыстрее. Одну секунду. Мне не нравится цвет. Хорошо, сейчас принесу другого цвета. Теперь они плохо сидят на мне. Сейчас принесу другого размера. Не подходят! Не подходит, не подходит, не подходит. Нет, 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 еще раз нет. Ой, спасибо вам. Правда, дождь, кажется, уже закончился. Да не за что, только вы промокли совсем. Давайте я вас провожу. Если не сложно, конечно. Тогда ведите. А я смотрю, вы любите гулять под дождем. Да, только под зонтом и не промокшие. Да я не гуляю, иду с работы. А вы? А может, перейдем на «ты»? Да, конечно. Я вышел в поисках вдохновения, а то оно меня покинуло. Так вас можно назвать творческой личностью. Получается, что так. Над чем именно работаете? Над одной пьесой. Названия пока нет, но я могу продемонстрировать. Что за пьеса? Подержишь? Давай. Ах, Екатерина, мне до вас как до луны. Ах, как же вы тогда собираетесь меня достичь, благородный? Тогда я возведу самую длинную лестницу в мире и непременно достигну вас. Ах, Александр! Ну ты даешь. Как-то так. Только я теперь совсем мокрый. Но это, конечно, не сравнится с тобой. Слушай, а в каком веке происходит событие? В 17-м. Как же раньше красиво умели выражать свои чувства, не то, что сейчас. А что сейчас? Ну, все слова сократили до невозможности. Те же имена. К тебе обращаются сокращенным вариантом. А вот в твоей пьесе, например, есть Александр и Екатерина. Представь, что если вместо Екатерины Катя, а вместо Александра Саша. Сразу что-то не то. Ну, как по мне, полные формы имен, они, конечно, красивые, но в обыденной жизни неудобно. Вот представь. Саша, принеси мне, пожалуйста, кофе. Александр, подайте мне, пожалуйста, кофе. Ну подожди, вот как тебя зовут, например? Герман. Понятно, почему ты даже об этом не задумываешься. А тебя? А меня Анна. Красиво. Ну, а я о чем говорю? Анна, а где ты работаешь? Слушай, я работаю в обувном магазине. И как? Да, хорошо. Просто бывают такие дни иногда, как сегодня. Хочешь, расскажу? Конечно, хочу. Я прихожу на работу, собираюсь насладиться чашечкой утреннего кофе, наливаю его себе, уже подношу ко рту, и тут в дверях стоит клиент. Просит у меня такую-то пару обуви, но я ему ее, конечно, выношу, обслуживаю. Он такой говорит, мне не нравится. Я пошла за другой парой обуви, выношу. Он говорит, не того цвета. Я говорю, хорошо, сейчас принесу другие. В итоге все закончилось тем, что передо мной стоит 10 пар обуви, ему ничего не нравится, он встает и уходит. Вот тебе так доброе утро. Представляешь, какой-то мужик шел мимо твоего обувного магазина и увидел тебя сонную. Решил как-то взбодрить. Взбодрил вместо утреннего кофе. Так мы шли и разговаривали под темным небосводом, не замечая ничего, кроме друг друга. Шло время. Мы постепенно становились ближе, проводили время вместе, не упуская ни одной возможности. Наше первое свидание.
Давно я так не нервничал перед таким событием. Эти цветы, я думаю, они очень подходят твоим глазам. Это же мои любимые. Спасибо тебе. Как ты узнал, что именно эти цветы мои любимые? Интуиция порой творит чудеса. Я почувствовал, что именно эти цветы тебе понравились. Твоя интуиция тебя не подвела. Наше первое касание. Я до сих пор помню наши чуть дрожащие руки. И, конечно же, наш первый поцелуй. Однажды на одном из наших свиданий я захотела закрепить нашу любовь в маленьком замочке. Ничего особенного, думал я, пока не понял истинный смысл. Вот наш, я уже купила. Для чего люди это делают? Многие люди желают закрепить особенную для них связь чем-то материальным. На что ты можешь посмотреть и непременно обрадоваться. Смотри, у меня тут ключик еще. Когда закрепим, мы должны их выбросить. Тогда не сможет никто его открепить. Так мы закрепили и наш замок любви. Даже незначительные обычные вещи становились особенными, когда мы делали это вместе. Я варил тебе кофе по утрам. Мы смотрели фильмы вместе. Прошу, не убивайте меня, пожалуйста. Где моя обувь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Никакой пощады! Мы кормили уток у пруда. Ты поддерживал меня. Ты читала мне книги вслух. Мы танцевали вместе. Иногда я помогал тебе с учебой. Мы встречали вместе рассвет. Помню, с каким воодушевлением ты рассказывал мне о своей пьесе. Твои истории, голос, эмоции. Я это чувствовала и понимала. Это та история моей жизни, которую я бы никогда не перестала читать. Бал украшен красными розами. Играет волшебная музыка. Подают там только самое лучшее вино. И вот когда время зайдет за полночь, благородный юноша отыщет даму своего сердца на балконе, стоящую вдали от толпы. Лицо ее залито лунным светом, а глаза так печальны. Она была поистине прекрасна в тот момент. И, наконец, юноша делает шаг. Ты только представь! А что, если бы мы не встретились тогда на том светофоре? Тогда бы мы встретились в другое время и в другом месте. Почему у тебя возник такой вопрос? Да нет, просто удивительно. Столько совпадений произошло. И все это как будто так и должно быть. Ощущение, что мы живем в сказочном мире, где за нас заранее решили, сколько лет мы проживем, с кем мы будем, сколько детей у нас будет, и будут ли они вообще. Я думаю, в жизни ничего не происходит случайно. Мы сейчас здесь вместе. Этого достаточно. Ты права. К чему теперь задумываться о всяких случайностях? Поток вдохновения влился в меня с невообразимой силой. Идеи то и дело вертелись у меня в голове. Будто если скорее не запишу их, они улетят от меня так же быстро, как прилетели. Все больше времени я посвящал сценарию и идеям. Я стал реже выходить из дома. Я писал и только и делал, что писал. Мир внезапно сузился до размеров моей квартиры. Ты приходила ко мне, я встречал тебя, но я чувствовал на себе твои взгляды, твою угасающую искру. Анна, я... Не надо, Герман. Я все понимаю. Твоя работа очень важна для тебя, и ты
Нет, нет, ты же не понимаешь. Там сценарий. Сценарий? В последнее время ты не можешь ни о чем думать, кроме своего сценария. Например, о нашем будущем, обо мне. Но я думаю... Ты знаешь, Герман, ты пока этого сам не понял, но я давно поняла, что для тебя важнее всего. Я просто не вовремя появилась в твоей жизни. Ты стал не тот, кто был со мной вначале. И это наводит на мысль о том, не я ли всему этому виной. Я пойду. Удачи тебе. Прекрасно. А теперь стань чуть левее. Вот так? Да. А теперь взгляд направь в верхний правый угол. Помню, дедушка подарил мне этот фотоаппарат, когда мне исполнилось 14 лет. Для него он был очень ценен и важен. В молодости он подрабатывал фотографом, делал свои первые снимки на него. Здорово, что тебе досталась такая реликвия. Да. Теперь я тоже хочу запечатлеть приятные моменты жизни, как это делал дедушка. Его уже нет? Не так давно. Соболезную. Спасибо. Бабушка теперь каждый день пересматривает все его фотографии. А как давно они вместе? 51 год. И ни разу их любовь не угасла. Ничего себе. Как они познакомились? Как я и сказала, дедушка подрабатывал фотографом. Однажды он увидел красивую девушку. Дедушка предложил ей пофотографировать ее. Она хоть и не сразу, но согласилась. Эта красивая девушка и была моей бабушкой. Вот так. Обычная встреча превратилась в многолетнюю нерушимую любовь. Да, все-таки случайности не случайны. Прожить вместе столько лет. Сейчас это довольно большая редкость. Да, именно. Я не знаю, наверное, много причин подействовало на людей так, или это все случилось под влиянием других людей. Но сейчас любовь воспринимается совсем не так, как раньше. Нет так называемой любви до гроба. Уже с детства дети определяют значимость не искренних чувств, а материальных. Никто не может научить человека, как правильно, когда сами родители в свое время этого не поняли. И случайные встречи становятся чудом. Люди ищут конкретного человека, образ, который придумали у себя в голове. Так что слово «случайность» не такое актуальное в наше время. Нашу с тобой встречу тоже можно назвать случайной. В тот совершенно обычный день я шел и не искал себе девушку, промокшую под дождем. Значит, произошло редкое чудо, что мы с тобой встретились. Да, это, пожалуй, лучшее из чудес. Разумеется. Ладно, теперь настала моя очередь тебя фотографировать. Ой, смотри, как красиво. Давай здесь. Только предупреждаю, я всегда получаю с закрытыми глазами. Не переживай. На моих снимках ты точно будешь с открытыми глазами. Встань чуть правее. Да, вот так. Вот, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Хорошего дня.
Алло. Говорят, что время лечит. Я соглашусь. В моей голове, как и в жизни, все было очень запутано. Работа слишком затянула меня. Я не замечал ничего, кроме листов перед собой, которые я обязательно должен был заполнить чем-то. И пока тебя не было, я начал осознавать, что происходит вокруг меня. Я тоже была не права. Это твоя работа, и ты не мог просто взять и все бросить, особенно когда у тебя все получалось. Я неправильно поступила. За это время я тоже поняла, что без тебя моя жизнь теряет всякий смысл. Без тебя тоже.